Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Здоровье всему голова». Весной я снял видео и показал, как нужно делать, я считаю, прививку и перепрививку фруктовых деревьев. Тема чрезвычайно важная для многих. Пришла осень, и вот здесь нужно обязательно проконтролировать качество нашей прививки. В каком смысле? Если вы прививали, саженец был такой тоненький, миллиметр, понимаете, там, десяток миллиметров, 15-20 миллиметров, он зарастает отлично. А если вы прививаете, понимаете, бывает яблоню, грушу, другое фруктовое дерево, диаметр которого большой, а это делать часто приходится, даже чаще, чем все остальное. Почему? Купили вы саженец, посадили, вырос он, дал первый урожай, смотрите, не то, что нужно вам. А у соседа хороший плод. Веточку срезали и привили. И вот поэтому осенью нужно обязательно проконтролировать это. Почему? Я сейчас показываю на примере вот этой прививки. Я ее весной показывал. Это прививка сливы на алычу, дикорастущую. Коричневая, она такая коричневая, оранжевая. Калыча почти несъедобная. Покупал кубанскую кабету, а подсунул такую штуку. Подождал 5 лет, выросла такая гадость. Пришлось перепривить. Что происходит тогда, когда диаметр уже, понимаете, вашего саженца довольно толстый, как черенок лопаты, скажем, или как вот здесь был почти 5 сантиметров толщиной спички. Что происходит? Вообще-то прививается, понимаете, 2 черенка. Вы знаете, я вам весной показывал. Я один черенок привил, не убирая цветочных почек. Поэтому он не прижился. А этот черенок, цветочные почки я убрал. Оставил только вегетативные. Смотрите, что произошло за лето. Черенок прекрасно прижился. Здесь все заросло. А здесь, где тот черенок, который был с цветочными почками, не прижился, я его летом просто, когда он уже сухой был, просто так выбросил, даже не замазывал. Понимаете? Если так оставить на зиму, сами понимаете, зима, влаги много, снег, дождь идет, морозы, оттепели. Сюда влага, которая будет попадать, вот в это место не заросшее, она начинает, понимаете, древесину рвать. Это лишняя рана для растения. А вы знаете, растение все-таки полгода спит. Оно, понимаете, это самое, не работает. Поэтому проверьте это дело. И на осень обязательно хорошо обработайте эту рану. Садовым варом. Что у вас есть? Специальная мастика дорогущая. Еще лучше. Но садовый вар. Вполне нормально. Оно на следующий год зарастет. Смотрите, что произошло. За один год, за одно лето здесь заросло и черенок. Вот смотрите, какой он был тоненький. Вот кончик его остался, сухой пенечек. Вот этот, видите? Сухой пенечек остался. Какой он сделался толстый. Он, считай, до половины зарос. Если бы здесь был второй черенок, заросло бы полностью. Поскольку у нас получился один черенок, ничего страшного. Вот. Преимущество прививки в расщеп. Если бы я здесь сделал, допустим, в боковой зарез под кору, представьте себе, как она была. Здесь и так, понимаете, смотрите, какой нарост получился. Заросло все идеально, нарост. А если бы за кору, то вот этот черенок бы рос бы вот так. Сантиметра на 2, понимаете, сюда выпирал бы. Здесь бы это заросло бы гораздо меньше. Мало того, поскольку у нас летом здесь был ураган и захватило немножко меня, вот даже ветки, смотрите, как загнуло ветку. Так они такие остались. Загнуло ветку. Сильнейший ветер был. То если бы это была прививка за кору, ее просто обломало. А здесь четко. И если бы я боролся с тлей, то на следующий год даже был первый урожай. Тля не дала развиться цветочным почкам. Я, конечно, здесь прошел, за забором у меня, здесь редко я когда бываю. Я взял ножом, просто вот видите, в этих местах, надрезал побеги с
костылей и выбросил. Она пустила новые побеги, но тоже тля напала, тут раз сейчас уже морозы были, все это дело тля отлетела, поэтому, в принципе, сливка это не позволила себе такую, как роскошь, как выбросить цветочные почки. Хотя, вот на этом черенке, я думаю, что может быть даже и есть цветочная почка, может быть даже здесь будет на вот этом черенке, на вот этом, понимаете, стволе здесь. Даже, может, на следующий год будут цветы и первый контрольный урожай. Это здорово. Что мы еще делаем? Поскольку садовый вар – это надежная защита для лета, и то не всегда, в зависимости от качества. А зимой морозы, он пересыхает, он перемораживается, он лопается. Он лопается, осыпается, понимаете? А осадки идут, попадают на это дело, а зима есть зима, сами понимаете. Вода собралась, ударил мороз, начинает древесину рвать. Поэтому обязательно возьмите, что у вас есть. Вот я нашел кусочек старой клеенки. И вот так сделайте этот самый, просто зонтик. И привяжитесь каким-то шнурком. Вот я нашел кусочек проводом, изолентой можно, чем угодно. Привязали для того, чтобы туда, в это место, не попадала влага. Можно при нужде даже куском кулька, но желательно непрозрачного. Вот пленкой можно было, понимаете, она такая грязная, для того, чтобы не создавался, понимаете, эффект линзы, то лучше, понимаете, чтобы это была штука непрозрачная. Что хочу сказать. Поскольку о прививке мы уже говорить не будем и в будущем, еще хочу напомнить. Люди посмотрели мое видео. Многие говорят спасибо. Попробовали, получилось. Раньше боялись. Почему боялись? Потому что все авторы говорят, нужно секатор хитрый, нужно специальные прививочные ножи, чуть ли не спирт, прививочную ленту. Но не каждый пенсионер может позволить себе на инструмент выбросить полпенсии, чтобы привить 1-2 дерева. На участке, может быть, понимаете, больше не нужно. Поэтому главное – это ваш обыкновенный кухонный нож, который на кухне есть у всех. Кусок пленки тоже найдете, кусок глины тоже сюда найдется. Я вам показал преимущество прививки в расщеп. Клин там остался, который мы распирали, наш это самый раскол. Клин там остался, он зарастет. Там, где черенок у нас выпал второй, тоже зарастет. Если же у вас оба черенка пошли, то весной один побег, который вам не нужен, вырежете, один оставите. За лето, просто когда 2 черенка пошли в рост, быстрее зарастает срез. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Главное, не бойтесь. Я говорил, умеете чистить картошку, значит, у вас получается. Потому что многие люди вот сейчас мне говорят, а мы боялись. Ходили кого попросить, чтобы сделал прививку. Не каждый это дело умеет делать. Поэтому мы поняли главную, так сказать, главную мысль моих видео. Не бойтесь, есть нож кухонный, делайте, и все получится. А прививать надо. Ну, слишком большой обман. Вот купил один, кубанскую комету, выросло совсем другое. Поэтому будьте здоровы, верьте в свои силы, и всегда все получится. За лето смотрите, как вымахало. До свидания и будьте здоровы.